Всем привет, на канале Александр Эмбрез. Сегодня ко мне в гости попал двухскоростной шуруповерт, в котором, как обычно, из-за неправильного использования навернули редуктор. В этом видео я постараюсь полностью раскрыть тему этих двухскоростных редукторов, их главного слабого места, которое вылетает постоянно. Ну и, естественно, расскажу, как избежать этой поломки. Начну я, пожалуй, с демонстрации этого великолепия. Обратите внимание вот сюда. Как всегда, стерты наружные шлицы в корпусе редуктора. Эти шлицы отвечают за первую передачу. То бишь, грубо говоря, нет этих шлицов, нет и первой передачи. Теперь взглянем на подвижный венец. Внутри у него стерты зубья, опять же. Вы можете сказать, что износ незначительный, и вы будете неправы, потому что вторая передача в этом шуруповерте тоже не работает. Да-да, владелец этого аппарата умудрился ушатать обе скорости за раз. По сути, из-за этого-то я и снимаю ролик, потому что у меня бомбануло. Как так-то? То есть, да, обычно умудряются ушатать первую или вторую. Здесь у нас комбо. С первой скоростью еще ладно, я уже научился ее восстанавливать, у меня куча роликов по восстановлению. А вот со второй, увы, только замена венца. Так как венцы не продаются эти отдельно особо, приходится менять весь редуктор. Ну да ладно, что-то я разогнался. Думаю, из моего текста уже все поняли, что слабым местом всех этих двухскоростных шуруповертов является как раз-то переключатель скоростей. И вообще без разницы. Металлические венцы, пластиковые, один металлический, другой пластиковый. Наворачиваются абсолютно все, если неправильно пользоваться своим шуруповертом. Теперь непосредственно к практике. Смотрим на переключатель скоростей. Я щелкнул на первую передачу. И она не довключилась. Вот. При нажатии на кнопочку вы сами увидели, как она дощелкнулась. А теперь представьте, что это происходит под нагрузкой. Теперь дешевенький шуруповерт из светофора, на который у меня недавно был обзор. Вот, смотрите. То есть в некоторых шуруповертах вот вообще вот прям надо потрудиться, чтобы переключить. Но надо переключить до конца. Теперь в качестве примера сетевой шуруповерт. Обратите внимание. Опять же, вот она не довключилась. О, сейчас все норм. Я в пример привел всего лишь 3 шуруповерта. И да, у меня получилось это не с первого раза. В Райобике, наверное, с 10-го. В Вортексе со 2-го. Светофор порадовал. Кстати, ссылка на обзор в описании. Суть не в этом. Даже если у вас мега дорогой какой-то шуруповерт, и у него подгонка запчастей практически идеальная, все равно может раз на 100 переключений стать вот этот вот переключатель, извините за выражение, раком, и вам повредить венцы. Поэтому в буквальном смысле каждому человеку, который работает с шуруповертами, рекомендую взять за правило делать следующее. Берешь шуруповерт, щелкнул скорость, придерживаешь переключатель, прогазовываешь не под нагрузкой, в холостую, и работай хоть до посинения. Щелкнул, прогазовал, работа. Щелкнул, прогазовал, работа. Все. Ладно, как не довключается скорость снаружи, я показал. А теперь вид изнутри. Вот наша первая скорость. У обоих венцов имеются зубья, как раз за счет которых все это дело и входит в зацепление. Но иногда происходит вот это. То бишь зуб с неподвижного попадает на зуб с подвижного венца. Ну и оно просто-напросто не включается. Стоит в промежуточном, так сказать, положении. И когда вы под нагрузкой вот это вот производите щелканье, получается следующее, что вот эти зубья на подвижном венце начинают стесывать, немножко, но тем не менее стесывать зубья на вашем неподвижном венце. В итоге первая скорость ушатана. Может не с первого раза, но тем не менее, чем больше раз вы не довключили скорость, чем больше раз провернулся вот этот венец и стесал по чуть-чуть зубик, тем хреновее потом в итоге будет включаться ваша скорость. И в итоге просто-напросто начнет проскакивать. Абсолютно та же петрушка со второй скоростью. Когда венец поднимается, он просто-напросто может застрять за счет торчащего 1, 2, 3 зубиков, чуть-чуть не довключиться. И в итоге его проворачивает, как конкретно в нашем случае и произошло. И в итоге
Вторая скорость. Сначала будет недовключаться, вылетать, а потом и вовсе перестанет работать. Суть моего рассказа, я думаю, всем понятна. А теперь я вам расскажу, как умудрялись люди мгновенно ушатывать вообще любые редуктора от шуруповертов. Это вообще просто гениально. Брали шуруповерт, ставили вторую скорость, режим сверления, вставляли большое какое-то сверло и начинали сверлить. Ну, шуруповерт, допустим, чуть-чуть начинает засверливаться, потом ему совсем тяженько становится, и чувак вот этот, который сверлит, не доставая оснастку, не выключая шуруповерт, прямо на работающем, сверлящем шуруповерте перещелкивает скорость на первую. Ну, то есть, прям не матно сказать не могу, а мат на моем канале не поддерживаю, поэтому я промолчу. Итог. Любой шуруповерт, дорогой, дешевый, аккумуляторный, сетевой, будет работать плохо, если им пользоваться неправильно. Даже всем известная 6271 Makita со своим косячным редуктором себя в работе показывала адекватно, если человек изначально нормально щелкал эти передачи. Помните, ребят, любой инструмент принесет значительно больше пользы, если с ним обращаться по-человечески. Ну и хватит. Точно, чуть не забыл сказать, делитесь этим видосом со всеми знакомыми, у которых есть шуруповерты.